Привет! Сегодня у нас на обзоре смарт-часы Kubot W3. Это у нас уже третья версия по счету, потому что у нас были версия и C3, и C5, и теперь на обзоре W3. Все версии по-своему одинаковые по внутренней начинке, но есть некоторые отличия по внешнему виду. Какие-то квадратные, какие-то круглые. Также есть отличия по приложениям. И сегодня готов рассказать полностью об этой модели W03. Упаковка красивая, полностью в черном стиле. Внутри комплектация самая что ни на есть простая, в отличие от предыдущих версий, поэтому и цена этой модели 29,59. Другие модели чуть подороже, и в комплекте были дополнительные ремешки. Сами смарт-часы, вот они, и магнитная зарядка. У магнитной зарядки кабель достаточно длинный, заряжается от любого USB, путем просто поднесения к контакту. Вот так. Зарядка крепкая, часы даже держатся на этой зарядке. Встроенный аккумулятор на 210 мА заряжается около 2 часов. Держит при активном использовании около 7 дней, а при менее активном использовании около 15 дней. Модель доступна в 3 цветах, как у нас синий, есть черный и есть розовый. Цвет полностью передается как на металлический корпус из авиационного алюминия и силиконовый ремешок. У корпуса он более такой блестящий, так как это металл, ну а силикон очень приятный на ощупь, чуть-чуть другого оттенка. Обратите внимание, что очень четко отображается информация на экране. Экран очень качественный. Сверху защищенное стекло Gorilla Glass 3-го поколения. И на него с легкостью можно найти защитную гидрогелевую пленку. Ссылку на нее я оставлю в описании под видео. Обратите внимание, что у кнопки есть красная окантовка. Эта кнопка выполняет функцию включения или же выключения. Все, больше ничего. Также при поднятии руки активируется экран, но срабатывает он, как я заметил, только когда одеты часы на вашу руку. Если же он снят, то активации я не наблюдаю, только когда одеваешь на руку. Если верхняя часть у него выполнена из металла, то нижняя часть, крышка, которая держится на 4 шурупах, она полностью из пластика. Сверху имеются 2 магнитных контакта, а также у ремешка, как вы видите, сменный механизм для быстрой замены ремешка. Ремешок можно найти с легкостью, его ширина 20 мм. При нажатии на кнопку активируется экран. Сверху шторка вызывается, это режим «Не беспокоить», отображается заряд аккумулятора, режим настроек, а также поиск телефона. При нажатии на эту кнопку высвечивается, а здесь мигает. Уже совсем другая мелодия при поиске, чем у других моделей. Чтобы найти телефон, конечно же, нужно быть сопряженным по Bluetooth, то есть это в радиусе видимости Bluetooth. И даже если здесь установлен беззвучный режим, все равно легко найти смартфон. Он все равно будет издавать мелодии. Далее в шторке видим информацию о модели. Нажмем имя W3 и свайпами можно управлять. Нажимаем на яркость. Яркость здесь написано 100%, но регулируется по 25%. 50, 25 и все. Больше не разрешает опустить ниже. Ставим на 100% и выходим. Чтобы зайти в меню, необходимо сделать свайп слева направо. Здесь меню о данных. В этом меню отображается активность за день. В режиме активность это спортивные режимы. Здесь у нас есть ходьба, бег, велосипед, йога, беговая дорожка, баскетбол, футбол, пинг-понг, бадминтон и все. Если делать свайп, то очень быстро листается. Если же аккуратно вот так передвигать, то управление достаточно корректно и работает все без проблем. Запускаем режим баскетбол. Идет отсчет. Go. И вот так отображается здесь значком, что это за режим, калории, ваш пульс и так далее. Чтобы его остановить, нажимаете на кнопку и нажимаете остановить. Обратите внимание, что когда запущен режим тренировки, то нельзя свернуть и выйти в другое меню. Режим тренировки светится на главном экране. В режиме сообщения приходит все, что связано с сообщениями с разных приложений. В режиме пульс
измерение пульса. Покажу, как это происходит. Сейчас сквозь перчатку идет сканирование, пульс 93. Есть еще режим КД. Этот режим измеряет давление, но доверять этому режиму не стоит. Есть также измерение кислорода, что в наше время очень этот режим довольно актуален. Есть режим сна. В этом режиме показано общее время сна и быстрый сон, и медленный сон. Часы проверял с Mi Watch, то очень четко показывает. Единственное, что не показывает время пробуждения. Режим управления музыкой. Вообще в смарт-часах это очень актуально. Также есть режим погоды, режим будильника. Будильник можно только активировать, но выставить здесь нельзя. Он настраивается через мобильное приложение. Далее переходим. Это у нас секундомер. Нажимаем запуск. Можем вот так вот сделать. И кнопка тоже дает паузу или стоп. Если же я хочу обнулить, то есть он никуда не выходит из этого режима, и дисплей даже если тухнет, то при загорании все равно высвечивается опять секундомер. Чтобы остановить, нам нужно обнулить и выйти. Есть таймер. В таймере можно быстрые настройки сделать, а можно добавить свой прямо отсюда. Есть также найти телефон и настройки. Перейдя в настройки, у нас есть QR-код для того, чтобы отсканировать и установить мобильное приложение, что я так и делал. Настройки системы и дисплей. В пункте дисплей есть выбор циферблата и яркость. Зайдем в циферблат, есть вот такой информативный, который мне нравится, вот такой, такой, такой и вот вернулись к нему. В настройках системы есть выключение, сброс и информация о прошивке. Все. Управляются данные смарт-часы с помощью приложения GloryFit. Запускаем его. Внизу есть домашняя страница, спорт, устройство и я. То есть мои настройки, личные мои параметры. В режиме домашний показаны быстрые настройки о сегодня. Например, открыв статистику шагов, можно увидеть, сколько я всего сделал шагов. 1316. И я сверялся с Mi Watch, потому что на этой руке носил тоже часы. И здесь эти. Сверился, то информация расходилась около сотни. Еще играет роль, на какой руке одеты, потому что одновременно много часов на одной руке носить просто неудобно, поэтому использую левую и правую руку. Хотя для тестов это не совсем честно, но общую картину я увидел. Точность хорошая. При этом даже определяет, что я делал. Ходил, и когда это происходило более активно, и когда я бегал. Если речь идет о сне, то отображение информации выглядит так. 6 часов 56 минут. Сон глубокий 3 часа 5 минут, легкий 3:51, пробуждение не зафиксировано, хотя было. То есть определять не может. Давление я вам советую мерить через это приложение, потому что здесь все-таки лучше отображается. Нажимаем начать, и часы перешли в измерение. Но, конечно же, они должны быть одеты на вас, потому что здесь нам указано, что не обнаружена рука была, там было сообщение. Теперь возвращаемся назад в режим сердечного ритма. Все то время, пока я носил часы, они постоянно наблюдали за моим режимом. И по графику можно увидеть, где он был более спокойный, а где более активный. Также отображается, какой он у меня был в покое, в антистресс и так далее. Это очень удобно, если вы наблюдаете за своим здоровьем или ведете активный образ жизни. Если же вы хотите совершить тренировку на улице, то переходите в режим спорт, выбирайте режим бега, нажимаете Go, и данные о вашем пульсе берутся уже со смарт-часов, а данные о навигации с вашего смартфона. Перейдя в раздел устройства, мы можем настраивать глубоко настройки этих смарт-часов. Мониторинг пульса, оповещение о звонках, об СМС, уведомления от приложений, оповещать о том, что нужно подвигаться. Будильник, здесь вы его добавляете. Также можно выставить своего рода как напоминание, и он будет вам выдавать информацию. Активация при поднятии руки, режим не беспокоить. Здесь вы выставляете не только вибрацию, но и еще и не будет срабатывать активация при поднятии руки. Это очень важная функция, чтобы, например, за рулем или же когда вы спите, не засвечивался экран. Общие настройки. Здесь настраивается даже язык устройства. Самые распространенные языки, среди них русский. Украинского нет. Также можно найти браслет, если вдруг он спал с руки. Как только вы нажали, он вибрирует. И можно делать
одним нажатием на экран спуск вашей камеры удаленно, своего рода как Bluetooth кнопка. Также есть пункт, в котором можно обновить ваши смарт-часы, а для этого нужно быть подключенным и можно обновить прошивку или же уничтожить все данные и отвязать устройство. Надеюсь, вам этот обзор был полезен. Часы действительно по своей цене очень доступны. Защита IP68, в них смело можно купаться на глубину даже до 10 метров, производитель заявляет. Bluetooth версия 5.1. Расстояние ловит по дому сквозь стены стабильно. Ссылка на эти смарт-часы есть в описании под видео. Думаю, вы оцените труды лайком. До встречи в новых видеообзорах. Всем спасибо, пока.